Здравствуйте, меня зовут Виталий Микрюков. Я кандидат медицинских наук. Я занимаюсь лазерными технологиями в косметологии с 2008 года. В этом видео я расскажу про инструкции к китайским лазерам и стоит ли их читать и доверять тому, что в них написано. Давайте начнем. Кстати, не забудьте подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Итак, вы приобрели неодимовый Q-Switch-лазер для удаления татуировок и татуажа. В комплекте к нему пришла инструкция по применению, даже на русском языке, с множеством разных слов, цифр, точными параметрами аппарата и даже руководством, как вам работать на нем в разных режимах и с разными зонами тату и татуажа. Более того, в этом руководстве и количество герц определено, и указаны сантиметры от кожи, и энергия нужно указана. Бонусом идут рекомендации по уходу в случае повреждения кожи и кровотечений. Я настоятельно призываю вас относиться к любым инструкциям, которые идут в комплекте с компактными китайскими аппаратами, как минимум с некоторым скепсисом и недоверием. Я прекрасно понимаю ваше и мое, воспитанное обществом, уважение к инструкциям. Вы уверены, что это точная информация, так как она относится только к этому прибору и точно соответствует всем его параметрам. Так должно быть. Но у вас должен быть также здоровый скепсис. Вы должны критически относиться к любой информации, которую получаете. Инструкция для производителя – это в первую очередь требование, которое необходимо выполнить, чтобы продать аппарат. Поскольку ее требуют, ее пишут, и не всегда это делают компетентные люди. Запомните, инструкцию пишут не для того, чтобы вы работали безопасно, а для того, чтобы она была. Чтобы в тот момент, когда у продавца спросят, а у вас есть инструкция? Он мог ответить, конечно есть. Проблема в том, что вы не можете убедиться, насколько адекватная информация представлена в этой инструкции. Внимание! Небольшая рекламная пауза. В описании к этому видео вы найдете ссылки на полезные ресурсы и бонусы, поэтому переходите в описание, кликайте на ссылку и получайте дополнительные бонусы. А я продолжаю. Я читал очень много инструкций, которые идут к китайским аппаратам. Почти все они представляют из себя условный технический перевод, а иногда откровенный бред, следуя которому вы с большой долей вероятности навредите клиенту. Я хочу, чтобы вы понимали, что нет каких-то универсальных жестких параметров, которые можно выставить один раз и затем работать на них всегда и во всех ситуациях, получая эффективный результат без каких-либо осложнений. К сожалению, таких уникальных, золотых, волшебных настроек просто нет в природе. Каждый раз вы сталкиваетесь с индивидуальным случаем, конкретным сочетанием факторов конкретного пациента. Тип кожи, ее толщина, расположение татуировки, количество пигмента, его природа, настройки вашего аппарата, плотность энергии, диаметр пятна. В целом, больше десятков факторов, которые влияют на конечный результат. Поэтому единственный выход из данной ситуации – это не следовать каким-то жестким догмам, не пытаться проводить процедуры всем клиентам на одних и тех же параметрах лазера. В противном случае вы будете с пугающей регулярностью получать осложнения. Однажды я встретил такую фразу: «Лазер умен ровно настолько, насколько умен специалист, который им управляет». И эта цитата засела у меня в голове. Это максимально верное утверждение, которое отражает реальность. Поэтому ваша задача, если вы решили работать с лазером для удаления тату, это научиться думать и сопоставлять факты, которые влияют на конечный результат. Вы должны понимать их влияние на риск возможного осложнения, а также на эффективность процедуры лазерного удаления. Последние несколько лет я посвятил разработке курса, который заставит вас выстроить эту логичную систему причинно-следственных связей у вас в голове. Вы сможете анализировать каждую индивидуальную ситуацию и научитесь делать верные выводы и прогнозировать результаты. Поэтому я вас настоятельно прошу, не читайте неадекватные инструкции. А если решили прочитать, относитесь к ним с долей скепсиса и критики. Подчеркну, китайские инструкции, либо их адаптация на русский язык, не имеют цели научить вас работать. Они не рассчитаны на эффективную и безопасную процедуру. В лучшем случае из них вы узнаете параметры своего аппарата, в худшем – способ навредить клиенту. Надеюсь, у меня получилось донести этот смысл. Если вам понравилось это видео, то подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк, пишите вопросы в комментариях к этому видео, а я постараюсь на них ответить. Всем пока, с вами был Виталий Микрюков.